Это таро-прогноз для знака зодиака Скорпион на август 2023 года. Вы можете смотреть это видео не только если у вас Солнце в знаке зодиака Скорпион, но еще и асцендент, Луна, а может быть стелиум планет в 8-м доме, в 8-м секторе гороскопа. Итак, у меня в руках колода Ленорман «Золотые мечты». Еще здесь на столе оракул Moonology. И я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет скорпионов в августе 2023 года? Первая карта – это партнерские взаимоотношения. Карта «Всадник» – это новые знакомства, новое сообщение от какого-то человека, мужчина или женщина, здесь неважно. И это такие могут быть страстные, неожиданные, быстрые отношения, какая-то быстрая встреча, когда вот вы, например, только списались или созвонились, сразу познакомились, либо вам пришло какое-то даже неожиданное известие, сообщение, либо звонок, и вы уже готовы вот встретиться, как-то дальше продвинуться, как будто бы партнер будет вас торопить, или вы будете торопить партнера, то есть отношения, которые полны страсти. Может быть, ваш партнер либо партнерша предложит вам съездить куда-то вместе. Но сейчас мы еще продолжим эту карту, еще о ней поговорим, потому что нужно раскрыть все другие карты, да, что здесь конкретно может быть. В секторе финансов выходит карта «Медведь». И медведь здесь, наверное, очень даже благоприятно, потому что это какое-то прочное положение относительно вашей материальной и интимной жизни. Медведь, здесь он, наверное, охраняет ваши финансы. Может быть, это какой-то покровитель, спонсор, либо вы сами являетесь таким человеком. Может быть, вам удастся как-то приумножить, либо защитить свои финансы, перевести их в другой банк, пересчитать, как-то, может быть, вложиться в другую валюту, либо какие-то в землю, в какие-то ресурсы, да, ресурсы природные, земляные, вот что-то такое, нефтедобывание, в общем, все, что связано с природными ресурсами, будет очень успешно для вас. Может быть, вы уже делали какие-то вклады, да. Ну, а если, например, говорить про интимные отношения, то здесь, опять же, да, вот эти две карты вместе говорят о какой-то интересной партнерской линии в отношениях, когда у вас могут быть очень страстные отношения с мужчиной либо с женщиной, когда вы захотите, во-первых, постоянных, таких серьезных отношений, но они еще будут и страстью сопровождаться. Ваш партнер поддерживает вас и материально, и в то же время повышает ваш уровень веры в себя. Это хорошие взаимоотношения. Сейчас мы еще посмотрим, что скажут нам другие карты. Ну, здесь карта лебеди, любовь. Это любовь с человеком издалека. У многих скорпионов может быть, потому что все-таки это 3-й, 9-й сектор, да. И здесь у нас уже выходили такие карты интересные. Поэтому, если вы, например, в поиске, да, то, наверное, ищите любовь не только рядом с вашим домом, в вашем городе, но и в других странах. Знакомьтесь на сайтах знакомств, переписывайтесь. Может быть, просите ваших друзей, соседей, каких-то братьев, сестер, близких родственников, кузенов, кузинов познакомить вас с кем-то. Может быть, так случится, что кто-то из вашего окружения, которое вы уже знаете, да, кто-то из них окажется вашей второй половинкой. А если вы, так не считаете, да, то тогда это весь мир для вас открыт. Возможно, что ваша вторая половинка ждет вас в другой стране. Также эта карта, если, например, вы не ищете любовных отношений, вы уже определились в вашем выборе, здесь, может быть, как-то вы совместно с партнером будете изучать какие-то философские, исторические
знания, может быть, это будет какая-то приятная поездка, вы купите транспортное новое средство себе или своему партнеру, либо вы вместе как-то будете, не знаю, устроите себе кемпинг, да, вот такой машина на колесах, дом на колесах, что-то типа этого, и там у вас будет прекрасный отпуск, время вместе, может быть, вы переедете, съедетесь как-то со своим любимым. Это любовь и переписка, любовь и дорога. Вот что-то такое здесь ждет многих скорпионов. Карта компас, еще одна карта, которая открывает горизонты. И здесь уже более серьезно, это 4-й, 10-й сектор. Поэтому это переезд, это решение иммиграция в связи с новой работой, в связи с вступлением в брак, в связи с тем, что ваш партнер или партнерша из другой страны. Вы серьезно задумаетесь над над каким-то иностранным влиянием в вашей жизни. Может быть, вы просто купите новую недвижимость, либо как-то переедете куда-то, что как-то будет это связано с иностранной жизнью. Может быть, ваш дом будет называться, например, не знаю, жилищный комплекс «Маленькая Италия», да, или что-то в этом духе. Вот здесь как-то иностранная культура войдет в то место, где вы живете, и благодаря этому даже у вас может быть еще и повышение по службе, может быть, у вас будет начальник какой-то другой национальности, либо у вас будет возможность получить повышение в другом городе, в другой стране. Это тоже очень возможно. По карте Медведь здесь у вас все с финансами благоприятно, у вас, возможно, есть даже какой-то покровитель. И я думаю, что если карьерные достижения актуальны для вас, то это будет успешно. Еще один социальный сектор романтики и творчества, и здесь карты рыбы. Это еще один показатель любви, любовных отношений. Здесь у нас уже были лебеди, рыбы, ну просто прекрасно, скорпионы. У вас будет какая-то любовь, встречи. Если у вас уже есть муж или жена, или партнер, да, ваши отношения снова обретут былую романтику. Может быть, вы как-то решите действительно съездить куда-то, да, потому что это такие вот дома общения. Вы можете в паре быть, да, но при этом среди других людей. Ваша пара может быть популярна. Может быть, вы вместе ведете какой-то блог в интернете или решите его вести, да, и вот именно в августе начнете делать какие-то первые шаги к этому. Все-таки август — это месяц льва, популярность, Венера в ретродвижении, но все равно она в знаке льва, и здесь какая-то популярность. Может быть, вы будете гордиться своими детьми или вообще решите завести детей по карте рыбы, да? Дети приносят вам хорошие новости, и рыбы — это что-то тайное. Вот вы можете еще и узнать о том, что вы ждете ребенка, пополнение какой-то в вашей семье. Если же, опять же, это не связано ни с детьми, ни с любовными отношениями, может быть, это какое-то творческое дело, которое увлекает вас, и вы просто теряете голову, как будто вы влюбленный человек, да, но вы уходите с головой в ваше хобби. Может быть, это и занятие бизнесом, в том числе, это любое творчество, которое будет у вас расцветать в августе. И карта кольцо в 12 секторе. Ну, скорпионы, я не знаю. По всем картам выходит, что вы можете связать себя узами брака. Причем, так как эта карта все-таки в 12 секторе, что 12 сектор, да, возможно, многие скорпионы не захотят афишировать этот брак, эту связь. Может быть, это какая-то тайная свадьба на островах, когда вы приглашаете только самых близких, либо никого не приглашаете, либо вы сделали предложение вашей девушке, но пока вы решили не афишировать это, да, подождать какое-то время, но это очень возможно. У вас здесь все прекрасные карты, когда вас ждет успех во всех сферах жизни. Если, я даже не знаю, если, например, вы
не имеете пока никакого партнера, то вы можете встретить этого человека в каком-то казенном доме. Например, это может быть ваш врач, либо человек, который оказывает вам какие-то услуги, человек, находящийся на службе, да. Ну и, как я сказала, человек из другой страны, очень широкий спектр у вас выбора. И вы как бы будете популярны, я думаю. Вы даже сами можете привлекать к себе партнера, которого вы хотите. Может быть, вы будете использовать вот эти техники привлечения, исполнения желаний, да, когда вот вы правильно загадываете желание, отпускаете его во Вселенную по 5-11 дому, это очень реально. Так же, как я уже сказала, через друзей, каких-то связей, какие-то общие знакомства. Это возможно встретить кого-то очень интересного, либо вы уже знаете этого человека, и, может быть, вы просто решите уже быть вместе окончательно, и по 12 дому религии вы еще решите обвенчаться. Может быть, кто-то меняет веру, из-за того, что ваш партнер другой веры, другой национальности. Очень интересный, благоприятный расклад. Что нам скажет колода Moonology для скорпионов? Это опять новая луна в знаке зодиака Стрелец, она уже выходила для весов, по-моему. И новая луна в Тельце. Ну что, новая луна, новое начало. Во-первых, начнем со Стрельца, да, где тут он у нас, вот, да. Это новое начало любви. Причем 9-й сектор – это часто второй брак в гороскопе, если для вас это актуально, да. У вас брак, который несет вам раскрытие ваших горизонтов. Вы узнаете много нового. Может быть, вы будете говорить с вашим мужем, будущим, либо женой, либо подругой, другом на другом языке. Вы будете узнавать какие-то новые культуры. И вообще для вас откроется вот это понятие Twin Flame, Soulmate, родственная душа. Вы, может быть, не верили раньше никогда скорпионы, что такое бывает, но вряд ли, наверное, скорпионы, они все-таки умеют строить отношения. Но, тем не менее, вот такие встречи у многих возможны. Конечно, не у всех, но у очень многих. Я надеюсь, что вам как подарок Вселенной у вас партнер будет в августе, либо в августе что-то такое случится, что у вас будет возможность встретить такого человека в будущем. А новая луна в Тельце – это вот здесь у нас уже был медведь, который тоже чем-то, да, напоминает. И Тельца быка – это такая любовь, страсть, собственничество, когда вы готовы для своего партнера свернуть горы, подарить ему весь комфорт, который у вас есть, или организовать как-то вот ваши комфортные отношения. Это очень важно. Здесь у вас, скорее всего, и вы, и партнер, вы как-то сразу займетесь вопросами материальной обеспеченности. Может быть, вы сразу будете говорить о том, что вам нужно сделать, чтобы улучшить свой уровень жизни. Это очень благоприятные карты, и это, конечно, для начала семейной жизни или любой жизни, да, комфортно всегда плюс, когда люди не боятся обсуждать финансовые вопросы, и у них общий бюджет, они все, что у них совместно нажито, да, они это еще приумножают, поэтому скорпионы все как вы любите. Я желаю вам прекрасного месяца августа, чтобы все сбылось, все самое лучшее, что здесь сегодня вы услышали. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!